Закрытие отелей в Турции набирает обороты. Посольство Российской Федерации в Турции сделало важное заявление для российских туристов. Туроператор предупреждает туристов. Всем привет! Вы на канале Лейсан и главные новости туризма. Закрытие отелей в Турции набирает обороты. Опубликована статистика количества отелей в Турции, открытых и закрытых в январе-июле 2022 года, из которой видно, что высокий турпоток из-за рубежа в этом году не спасает турецкие гостиницы от банкротства и закрытия, хотя количество вновь открывающихся отелей также растет. Исходя из данных Ассоциации отелей и бирж Турции, за неполный 2022 год в курортной республике всего было открыто 149 новых гостиничных объектов. В то же время с начала текущего года закрылось уже 26 отелей. Тенденция является нарастающей. Посольство Российской Федерации в Турции сделало заявление для туристов. Иметь при себе достаточное количество валюты для повседневных трат, так как работу банков с российской системой МИР придется проверять опытным путем, посоветовало российским туристам посольство России в Турции. Заявление опубликовано в официальных соцсетях посольства. Советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат, говорится в заявлении посольства. Также в нем сообщается, что в связи с многочисленными сообщениями о появившихся проблемах с обслуживанием российских карт МИР в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции, в посольстве настоятельно рекомендуют владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой. Напомню, что до 10 сентября карты МИР принимали следующие турецкие банки. Это Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank и Halkbank. А вот 19 сентября İş Bankası и Denizbank отказались обслуживать карты МИР в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайр. Туроператор Annex сообщил, что будет с турами в Турцию на следующий год. Если в геополитической обстановке к будущему сезону не произойдет серьезных изменений, основной тренд сезона 2022 года, связанный с отправкой российских туристов в Турцию, серьезный дефицит перевозки также останется прежним следующим летом. Такой прогноз на 2023 год по информации АТОР озвучил на встрече с турецкими отелями топ-менеджер Annex Tour в Урал-Карасу. Туроператор планирует более активно работать на европейских рынках, в том числе в Германии. Как оценил Карасу, кардинального изменения в ситуации с дефицитом авиаперевозки и объемами турпотока из России в 2023 году не будет. Основная причина падения количества туристов с российского рынка – это ограниченное количество авиарейсов. В следующем году сезон в этом отношении не будет кардинально отличаться от нынешнего, если, конечно же, геополитическая обстановка не изменится. Единственное, что прогнозирует турецкий эксперт, вероятный рост на 10% в связи с тем, что на следующий год туристический сезон начнется уже в апреле. Также Карасу заявил, что в планах Аннекса расширяться на других рынках. Стамбул и Анталия стали тем направлением, куда туристы активно скупают туры на Новый год. Как сообщает АТОР, у некоторых туроператоров продажи в несколько раз превышают прошлогодние результаты. Способствует спросу на Турцию и относительно неплохое для нынешних условий количество перевозки. В Турцию из Москвы и регионов летают как российские, так и турецкие авиакомпании. По туроператорским программам пока известно следующее. Pegasus Touristic как минимум на октябрь сохраняет рейсы в Анталию из Москвы на Икар, это бывший Pegasus Fly. Turkish Airlines, Corendon Airlines, Azur Air, Red Wings 6 раз в неделю, Yamal 4 раза в неделю. На Pegasus Airlines у туроператора блок мест до марта 2023 года. Из Санкт-Петербурга и Казани назначены ежедневные вылеты на Turkish Airlines, везде также по 737-800 блок мест. Фансан и Annex Tour также будут летать зимой на Azur Air и Turkish Airlines из Москвы ежедневно, и регионов расписание тоже будет уточняться, но вылеты из регионов в планах компании. Как уточняют туроператоры, сейчас программа находится в процессе согласования, вероятно, часть цепочек будет продлеваться. В прошлом году основные силы были брошены на Египет, Турции в зимнем расписании места доставались по остаточному принципу. Из некоторых регионов Турции ставили только точечные новогодние короткие недельные цепочки. Сейчас ситуация явно другая. По оценкам Spec Travel спрос подрастет минимум на 30-40%. Некоторые скажут, что это много, но заявки идут очень активно. По нашим расчетам, объем отправленных туристов на новогодние даты должен быть в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом, цитирует АТОР заявление Pegasus Touristic.
В Анексе отметили, что в прошлом году в середине сентября забронировано было в 25 раз меньше новогодних туров. При этом эксперты прогнозируют в Турции широкомасштабный спрос. Помимо Стамбула, это и работающие отели 5 звезд в Анталии с зимней инфраструктурой. Также, скорее всего, выиграют горнолыжные курорты. Пока туристы по информации туроператоров в основном и запрашивают пятерки. Также стоимость повышается из-за высокой стоимости перевозки. Если, например, сравнивать среднюю стоимость за этот и прошлый год, то в этом году по имеющимся броням средний чек туров в зимнюю Турцию выше в 2 раза, заявили в Annex Tour. Представленные цены от туроператоров следующие. Например, Фансан. Недельные новогодние каникулы в Анталии от 140 тысяч рублей за 4 звезды. Пегас Туристик. Недельный новогодний тур в 4 звезды от 136 тысяч рублей на двоих. Пятизвездочный Делюкс с ультра все включено 181 тысяча рублей за неделю. Короткие туры на 4 ночи от 81 тысячи рублей в 4 звезды до 106 тысяч рублей в Делюкс. Annex Tour. Новогодний недельный тур минимум за 130 тысяч рублей за 7 ночей в отель 5 звезд на все включено на двоих. В предпочитаемых туристами пятерках цены, естественно, выше. Например, в Rixos Premium билет 5 звезд тур обойдется в 262 700 рублей на двоих с новогодним ужином. Еще больше туров можете посмотреть на Travelata сразу от всех ведущих туроператоров. Ссылку оставлю в описании под этим видео. И, конечно же, больше новостей на моем канале. Подписывайтесь. До встречи, пока!